Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Сегодня я вам хочу показать один лайфхак от турецкой хозяйки. Турецкие хозяйки сами по себе очень практичные. Они делают заранее заготовки на зиму, чтобы не возиться потом на кухне, вытащить полуготовый продукт, быстренько истряпать из него что-то и подать быстренько на стол, потому что здесь всегда в каждом доме практически очень много гостей, и все надо делать на скорую руку. Практически у каждой хозяйки в доме есть морозильная камера. Они там замораживают как мясо, как овощи, так и фрукты. Замораживают все, что только можно. Но замораживают они овощи в полуготовом виде. То есть немного отваривают на минуты 5-6, и полуготовое они делят по порциям и складывают в морозильную камеру. Еще есть один очень распространенный способ, это высушивание бусиков. Я их называю бусами. Таких овощей, как баклажаны. Баклажаны – это неотъемлемая часть культуры. Они любят баклажаны во всех видах. В Турции из баклажанов очень много разных интересных блюд, как фаршированных, жареных, пареных, высушенных, в общем, все, что только хотите. Также высушивают помидоры, болгарский перец и бамья. Бамья – это для меня вообще экзотический овощ. Я его впервые попробовала в Турции. Напишите мне в комментариях, как вы к нему относитесь. Высушивание овощей у них существует два способа. Первый способ – это вымачивают их в соленой воде, потом слегка подсушивают и оставляют на солнышке сушиться. И второй способ сейчас я вам подробно покажу. Смотрите видео дальше. Вот так вот работают турецкие хозяюшки со всей семьей, со всеми соседями во дворе. Покупает вот такой вот мешок баклажанов, мешок перца болгарского или стручкового, но не острый. Вот так вот вырезают хвостики. Вырезают хвостики. Вот так вот режет баклажанчики она. Seni gözükmüyor. Göster Zeynep ipleri nasıl sen yapıyor. Покупаются вот такие специальные нитки, они толстые, на одеяло здесь, орган için называется. Вот так вот на ниточку они одеваются, потом их будут вот так по сантиметру друг от друга, чтобы они свисали, вот такие бусы будут сушиться. Вот моя дочка, будущая турчанка, тоже учится этому лайфхаку. Есть кто баклажаны эти вымачивают, но в этом случае они не вымачивают, потому что она говорит, что они будут червиться. Чтобы они не червились и все было хорошо, они просто вот так вот режут и нанизают на ниточку. Вот так вот перчики почистили. Вот эти перчики называются долмалык. Они тоже идут на сушку, потом их будут мачивать немножко в соусе и заправлять фаршем. И есть вот такие, они будут тоже потом смочены в каком-нибудь соусе. Это мой папа. И есть вот такая голова, это у нас художник. Моя соседка решила сегодня творчеством заняться. За это нужно поставить лайк. Вот так вот пополам ножки, а вот сюда уже делают ниточки. Эта бабушка сегодня с утра работает, не поверите, до позднего вечера. До позднего вечера. Они такие очень выносливые и сильные женщины, турчанки, я вам хочу сказать. Вот такие перчики на нитке получаются, тоже такие же бусинки.
Вот такая целая куча у нас бус получилась из баклажана. Давай. И вот так вот они потом сушатся на солнышке. Сейчас уже вечер. Поэтому, может быть, не очень-то видно. Вот такие бусики получаются. Эти бусики сушатся от 7 до 14 дней. Хранятся они потом в холодильнике, их ложат в пакетик целлофановый, вовнутрь кидают 1 ложку чайной соды, закрывают этот пакетик плотно, и весь год потом может храниться в холодильнике. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки И подпишитесь. и подпишитесь на канал.